Я вас всех приветствую. Очень много вопросов, как шпаклевать потолок и стены первым слоем шпаклевки, как выравнивать стены, на что обращать внимание. Сейчас я вам все покажу. Главное условие, когда вы шпаклюете неровности, стены или потолок, особенно когда шпаклюете потолок, бетонное перекрытие, это нужно подготовить поверхность. То есть нужно убрать всевозможные выступы, потолок вычистить, пройтись щеткой, обмести, чтобы ничего на потолке не оставалось. Никаких крупинок, никакого песка, никаких камней, никаких выступов. Смысл шпаклевки заключается в том, что вы первым слоем шпаклевки выравниваете все неровности на потолке. То есть всякие впадинки, выемки, все что угодно. То есть вы выравниваете. Вторым слоем шпаклевки вы выравниваете первый слой шпаклевки, который вы нанесли на бетонную поверхность. Тогда поверхность у вас получается идеальная. Я сейчас шпаклюю на балконе потолок и стены. Умышленно потолок я не готовил, шпаклевал, как он был. И сейчас я вам покажу на все ошибки, которые допускают те, кто начинают шпаклевать потолок или стены на неподготовленную поверхность. Вот я зашпаклевал маленький кусочек на балконе, очень маленький, но я его не готовил. Сразу ошибки. Видите вот эти полосы? Это всевозможные камни, мусор, который был на потолке. Вот здесь вот идет шов. Вот он шов, его даже видно. То есть шов был как в этом случае. Вот он. Я его просто зашпаклевал. Сейчас я пройдусь шпателем и устраню все его замечания. Видите, сразу проступают все неровности. То есть изначально нужно все эти неровности убрать. То есть сбить, сточить, сделать все что угодно. Потому что на этот слой даже не ляжет и второй слой. Они также будут все выступать, все эти неровности. Вот я вам показываю неподготовленную поверхность. Видите, какой перепад идет. То есть первый слой шпаклевки, он это все затирает, все убирает, все эти неровности. То есть берете шпатель и проходите все швы. Обязательно. Вот видите, вот это уже ненормально. Вот это уже придется сбивать. Вот видите, выпуклость. Потому что если мы будем даже шпаклевать вторым и третьим слоем, оно все равно будет выступать. Очень большая неровность. Вот это все нужно сбивать. Как я говорил выше, вот шов. Я весь его почистил, подбил, то есть выровнял и загрунтовал. Грунтовать обязательно. И теперь главная задача выровнять все неровности на потолке. Видите, пропущенная шпаклевка. Раствор делайте достаточно густым и выравниваете. Вот видите, здесь у меня не до конца выровнено было. Это и есть первый слой. Он закрывает все неровности на потолке.
Вот приблизительно вот таким вот образом. То есть дальше у меня идут неровности, я все это зашпаклюю, все будет выровнено. Это и есть первый слой шпаклевки. Как я говорил выше, первый слой шпаклевки, его задача – это выровнять неровности потолка. После того, как вы все зачистите, зашкурите и покроете первым слоем шпаклевки, берете обыкновенный шпатель и проходитесь по всей поверхности, если вы накладывали на ровную бетонную поверхность. Шпатель у вас уберет все неровности, потом проходите обыкновенной теркой, убираете все мелкие неровности. Если что-то у вас где-то выступит, вы где-то пропустили во время зачистки потолка или стен, вы можете опять все сбить. Второй слой уже все покроет окончательно. То есть первый слой шпаклевки закрывает все неровности на бетонном потолке или на стенах, второй слой выравнивает первый слой шпаклевки. Ничего сложного в этом нет. Всех благодарю за внимание.